Здравствуйте, друзья! Это «Пластмассовый енот». И сегодня мы в гостях у Андрея Алексеевича Воробьева на производстве его компании «Гайкомплект». И в этом выпуске мы прогуляемся по его производству, посмотрим и снимем все в деталях, как оно работает, а потом поговорим с Андреем Алексеевичем, будем задавать ему каверзные вопросы. Здравствуйте. Тут прямо спускаемся на входе. Автомат сборки крышек двухкомпонентных, типа нажать, повернуть. Ага, вот как он работает. Отсюда они подаются, да, вот из этой Да, потом сборка идет. Идут вот по конвейеру. И там идет вставка вкладыша. Ага. Вот такой робот. Так, здесь стоит два японских термобласт-автомата. Да, GSV, электрические машины. Ага. Эта машина льет крышечки, да? Да, это вот новая форма, ее еще только испытывают. А эта машина? Это аналогичная машина. Ага. Какие-то колпачки, да, или крышечки тоже делает? Ну тоже, да, крышки. Для тех, кто смотрит эту передачу и видит впервые термобласт-автомат и не понимает, что происходит, у нас на канале есть отличный ролик о том, как работает ТПА и что это такое. Это вот последняя электрическая машина Kraus Maffei. Ага. Как раз ее разгружали, да? У нас есть ролик о том, как мы ее разгружали на нашем складе, да. Она сейчас не работает, да? Сейчас настраивают На лапка идет. режим. Ага. Там сверху стоит загрузчик вакуумный, да? Да, стандартно, да, вакуумный загрузчик. Ага. Роботов нигде не используете, да? У вас все равно выпадают изделия. В данном случае нет. Они свободного падения. Ага. Вот такие крышечки тоже льются на ней, да? На этой машине. Да. С этого все начиналось. А, самая первая машина, да? Ну да, самая первая. Их была, правда, не одна. Ага. Она еще работает или это уже музейный экспонат? Нет, она еще работает. Вот. А Да. вот литники. Вижу, есть. Ага, вон даже есть изделия, да, которые на ней отливают. Какие-то маленькие крышечки, да? Да. Носики. Так, вот еще я смотрю, да, термобласт-автоматы, это гидравлические. А, вот это японец тоже стоит, да? Да. Аналогичные первым двум. И... Это группа Крауса. Ага, тут стоит несколько гидравлических машин. Да, серия вот эта. Так, а эта машина, это выдувная, да? Да, это автомат выдува. Ага. Она выдувает из вот таких вот приформочек. Да, вот они подаются. И вот уже выходят готовые изделия. Пузырьки. И вот тоже Краус. Немецкий. Это самая большая машина. Ага. Вот на этой машине мы снимали обзор страниц контроллера и настроек термобласт-автомата Kraus. У нас есть на канале, можете смотреть. Я смотрю, складируется вот материал, бигбэги, все в цеху, да, здесь? Ну, он около каждой подается, машины. по вакуумникам засасывается Ага. сушилку, и оттуда уже после сушки подается на термопласт. Ага. А вот там я видел, какой-то стоит какой-то девайс под лестницей. Это чиллер, да, стоит там под лестницей? Нет, это система осушения воздуха. А, это система осушения воздуха. Соответственно, синие трубы — это воздух идет сжатый, да? Вот они, смотрю, идут вот вдоль всего цеха, да? Так, а тут вот эта машина... Это как такой же Ростов. Ага, это такая же машина по Роздову. Ага, вот тут подаются на нее преформы. Вот они уходят в голубую даль. А там еще какая-то часть машин, да, вдалеке идет? Нет, а там печка только. А, Она нагревают. нагревает, да. А, вот пошли, вот они пошли. Ага, вот, выходит, готовые пузырьки. Вот так вот, такая преформа превращается в такой пузырек. А сколько цикл получается? Секунд 5, да? Да, порядка 4-5. Сколько человек работает в цеху?
Ну, порядка 20 20 человек. сменах, да. Ага. А так больше. Ага. Вот такой цех. И сейчас мы пойдем в еще один цех. Это новый цех, да, где работают, как называются машины? Ну, это одностадийный розлив. Где работают машины по одностадийному розливу. Мы сейчас в цеху, где происходит литье и выдув, да, вот эти машины. Моноблоки. Да, одностадийный розлив. Это новый цех, да? Да. Стоит сколько тут? 2 машины, да, вот этих вот новых? Это, на самом деле 5 машин. 5 машин, еще не вижу остальных. А, окей, это японец, да? Япония. Да. Ага. Выглядит. Ну, это та же самая часть, как у термопласт автомата, да, узел впрыска. Ну да, вот. Это сушилка, а рядом стоит чиллер наверху, да? Нет, это сушитель воздуха. Сушитель воздуха. Из него потом воздух идет в сушилку, Да. где уже сушится материал с сухим воздухом. Это материал гигроскопичный, требует такой особой просушки, да? Да, ПЭТ требует. Так, вот еще машины. Это они все одного типа, да, вот эти моноблоки. Да. Ну, это вот станция литья, вот здесь вот. Ага, Ну, сейчас она открыта, чтобы вот снять нам было. ага, Вот она приформа, она подается. Вот там дальше станция розлива. И уже возвращается готовая продукция. Давайте еще раз посмотрим. Вот, собственно говоря, цикл закончился. Ага. Здесь происходит литье, приформочки отливаются и отправляются на роздув, и они выдуваются уже в бутылки, да, Да. Ну да, вот, флакончик. Ага, вот это готовые изделия выпадают отсюда. Там прозрачный, здесь черные, другой формы бутылочки. Все японские машины, да? Эти Тайвань. Ага. Система водоподготовки где? Вот. Вот эти 2 большие колбы? Нет, вот это все. А, Вот это все по стене, это система водоподготовки. Угу. И по черным трубам вода идет на охлаждение, да? Да, на охлаждение контур формы и контур гидравлики. Ага, 2 контура. ага, вот они подаются здесь. Это отдельные контура идут, да, отдельный контур идет Да, да, на форму, а отдельно да, на гидравлику. А что эти штуки делают? Это что, это насосы? Это насосы. Нет, вот это фильтрующие станции, это станция фильтров. Несколько, а это группа насосов. Ага. Но тут особенность системы, то что она круглогодично используется фрикулер. Вода остужается, вот на улице стоит фрикулер, который На улице стоит прикулер. остужает воду. Ага, вон труба идет. Да. И только летом подключается вот этот вот чиллер. Это чиллер, да? Он водяной получается. Да, который доостужает воду в летний период. А вот это что, это градирки или что? Или это просто расширительные бачки стоят для воды? Это Блестящие. баки. Это баки, куда поступает вода из контура. Там происходит частичное смешивание и успокаивание воды, то есть из нее удаляется кислород, и потом она либо прогоняется через контур охлаждения и подается уже, соответственно, на форму или на гидравлику. Итак, еще раз напомню, мы в гостях на производстве в компании «Гайкомплект». Вот, и сейчас поговорим, обсудим некоторые моменты. Работаешь, я смотрю, ты давно, да, в этой сфере уже, с 90-х годов, до самой старой машины, там, 92-го года. 92-го. Предприятие уже работает более 20 лет, 25 лет недавно отмечено. И все это время вот в одной сфере, да, занимаетесь старой пузырьками, крышечками? Да? Ну, когда-то вначале было более, там выпускали, были автокомпоненты, выпуск, но затем мы ушли с этой темы. Как бы сосредоточились на выпуске, да. И работаете в основном на ПЭТ, да? Ну, как основная тара вот у нас материал, так сказать, корпусные изделия это пэтовские, да, флаконы, банки, а крышки с ним это полиолефины, полиэтилены, есть у нас еще изделия из полистирола тоже там для упаковки, основные такие изделия.
Полипропилен еще, да. Полипропиленовые баночки тоже есть. Какой материал самый сложный в подготовке в литье? ПЭТ, однозначно. Для него машины все специализированные, да? Специальный узлов прыска под ПЭТ. Ну, по классике, да, мы используем в данном случае машины Kraus Maffei, и нам, так сказать, удачная для данных целей машина. То есть для наших объемов, для наших форм эти машины вполне работоспособны. Ну, у нас канал в основном про литье, да, мы видели машины, вот эти моноблоки. А вот то, что касается литьевых, я смотрю, все машины, они там либо японские, либо немецкие, да, то есть никакого Китая нет, ничего похожего, да, изначально, да, так строил производство. Да, потому что производство интенсивное, с хорошей нагрузкой, поэтому выбор был сделан в пользу надежных машин и с большой повторяемостью, и с большим циклом службы, да, вот. Самая старая машина 92 года, Демак, собственно говоря, ну, на смену им пришли Краусы, которые, в общем-то, родственники. И немцы, и японцы, то есть. Да, японские машины, они пришли, потому что это электрические машины и были интересны с точки зрения экономии. Ну, в первую очередь, конечно, электроресурсов, а также как бы это новый этап развития термопластов. Ну, вот интересно как раз вот переход с гидравлических машин на электрические. Он вот вызван был именно просто интересом, любопытством или какие-то были конструктивные такие доводы в пользу электричек? Ну, во-первых, так сказать, это возможность, так сказать, более экономичная выпуска, да, то есть экономия все-таки электричество существенное. А ты замерял оно, насколько существенно? Ну, примерно в 4 раза. В 4 раза, то есть Да. вот гидравличка, которая стоит, и электричка на той же форме. Да. В 4 раза меньше потребляет. 4 раза примерно меньше потребляет. Неважно, электричка японская, немецкая, там, да, примерно порядок потребления. Порядок примерно, да, одинаковый. Порядок примерно одинаковый. А с точки зрения стабильности, там, скорости цикла, есть какая-то разница? Ну, на электрических можно использовать, конечно, там за счет привода и скорости движения больше, и как бы переходные режимы, они можно сделать короче, более точно настроить. Ну, то есть она позволяет многое сделать, если ты как бы настроишься именно на, так сказать, что это электрическая машина, а для наладчиков, которые все время работали с гидравликой, достаточно такой-то рубеж перейти. Есть такая инерция, да, какая-то? Да, есть инерция, потому что как бы в лоб переносить знания с гидравлической машины на электрическую, но это не совсем правильно. То есть там, где на гидравлической машине может требоваться какие-то торможения, задержки, электрическая машина позволяет это сократить, либо вообще убрать. И по факту время цикла, у тебя же короткий цикл везде там от 4 там, до 10 там, секунд, да, ну, где-то такие. По-разному, да, где-то, ну, нет, не от 4 все-таки в литье, наверное, от 8 секунд, там, и, там, сказать, до 20 секунд. 20. Да. И сколько так ожидаешь, какую экономию, когда уже полностью наладчики их освоят и смогут их на полную использовать мощности электричек? Да нет, мы, собственно, их почти освоили, так сказать, да, но все равно остаются некие моменты, которые вот сейчас мы, которые мы открываем для себя, да, и будем смотреть. Ну и там в секундах, процентах там какая будет по времени цикла? Ну, порядка там, наверное, так можно сказать, что порядка 15% это точно можно снижать, да. А так, в зависимости, ну, это сильно зависит от формы, наверное. За счет одновременности движения, отсутствия задержек. Да, задержки, переходы. Вот, поэтому, ну, порядка 15%. А у тебя, соответственно, работа 24/7 на 365, да, то есть, в принципе, загрузка полная. Да. И, в принципе, борьба за циклы, да, за производительность, она идет активно, да, то есть 15% от... Ну, конечно, это существенно. Либо вы пытаетесь расширить парк, либо вы, так сказать, повышаете производительность на текущем парке. Так, а давай про форму поговорим немножко. Форм у вас сколько? Много форм? Парк форм порядка, наверное, там за 100. За 100. И формы, они тоже производство, как и машины? Они Япония, разные. Германия? Нет, разные. Там Россия, ну, половина российских форм,
Есть, так сказать, остальные импортные, но в основном это высококачественный Китай, специализированный. Мгм. Давно перешел на Китай с форумом? Или с самого начала работал? Да нет, мы не ставим задачи там использовать исключительно Китай, мы всегда выбираем под конкретный проект, какие есть возможности. То есть, если на российском рынке есть предложения и производители, которых мы знаем, то и они дают условия сравнимые или там сравнимые с китайскими производителями, конечно, молдмейкерами, мы возьмем российского. Но были изделия, которые просто не предлагались там российскими производителями форм. А специализированные фирмы китайские, там поставляли. Соответственно, китайские формы это тоже дорогие формы, это там не барахло китайское, да, а там с дорогих сталей, с 2D, да, с мы чертежами там с 3D моделями, да, стали сертифицированы, там немецкие обычно указывается. Хорошая ходимость и хорошие циклы. А сколько гарантию, миллион дают? На наших формах где-то порядка 2 миллионов. 2 миллиона это китайская гарантия, да, миллион. Да. Даже. Хорошая гарантия. Где-то на юге Китай заказываете, да? Гуандун? Нет. Стандартно где-то у них. Тайчжоу? Тайчжоу, да. В Тайчжоу тоже. Тайчжоу, да. Таких Но форм строго делают. специализированные фирмы, потому что много фирм, которые говорят, мы тут вам сделаем от самолета до микроскопа, это в результате, наверное, что-то не сделает, но мы с ними, так сказать, стараемся работать. Есть узкоспециализированные фирмы, которые сидят на определенном типе изделий, да, и они уже там отработаны, уже знают тайны. Ты можешь посмотреть аналог этого изделия, посмотреть там, могут они тебе предоставить видео, форум, как они работают реально на заводах. С такими фирмами можно работать. Сами в Китай летали там, до ковида, до всех этих событий? Да. Там на приемку, на размещение заказа, да, на выбор завода? На размещение нет, а приемку так делали либо мы, либо уполномоченная компания, с которой мы сотрудничаем в Китае. Естественно, согласование всех образцов там через пересылку. Во время цикла все это проверяли, да? Да, это все, конечно. А материал на китайском испытываете, просто максимально приближенным по параметрам к тому материалу, на котором будут работать? Собственно говоря, да, на китайском туда мы не отправляли. Хотя за дополнительные деньги они готовы достать в Китай и, собственно, все российские материалы. А вообще вы работаете на российских материалах? На российских, да. Полностью. А формы, они, получается, все формы, они собственные, давальческих форм нет, да, клиентских? Нет, мы не работаем. Свои изделия, да. Вот еще интересно узнать, без рекламы, просто как от клиента, да, немецкие машины, японские, они же отличаются, не будем говорить про качество, да, потому что это вопрос там субъективный, иначе будет реклама, антиреклама, а именно в плане философии машин, там, настроек, контроллеров, да, можешь как-то так коротко сделать небольшой ревью, чем в плане философии отличаются ТПА японские от немецких? Не знаю, это, наверное, сложно, собственно. Везде вопрос привыкания, да, но, конечно, если вы работали с европейской машиной, а потом подходите к японской машине, там все, дескать, сделано по-другому. Там по-другому группировка, по-другому там подача информации, но информация вся есть, и это вопрос привыкания и изучения. То есть у нас по практике наладчики достаточно быстро освоили, да, хотя до этого никто не работал. Это имеется в виду это именно про панель управления, про меню, да, про интерфейс? Да. А, собственно, как машина, так же, наверное, как в автомобилях, да, то есть японцы подают вам какой-то фиксированный комплект, который они готовы вам поставить быстро и по такой интересной цене. Стандартная. Да, стандартная такая комплектация. Если вы четко понимаете, что вам ничего не потребуется, какие-то там опции, то тогда, да, так сказать, вы можете смотреть, потому что все дополнительное, это стоит уже абсолютно не дополнительные деньги. Да? То есть это меняет картину. Да? В европейских машинах они как-то часто в комплект введены эти дополнительные опции, которые, может быть, и переутяжеляют. То есть они в стандартной комплектации? Да, они уже в стандартной комплектации, не такие, то есть они более могут быть насыщенные, да,
Вопрос, так сказать, насколько это соответствует вашему изделию, надо смотреть. Ну, то есть своя специфика просто у тех и других. Ну, собственно, не, да, не это хуже, всегда не лучше. да, специфику выбора, да. Еще интересно, второй цех, в котором мы были, там стоят эти вот машины, моноблоки. Да, я видел, в первом цеху были выдувные машины, которые с преформ выдували. А вот во втором цеху именно стоят моноблоки. Это как-то по изделиям, да, делится или как-то более рентабельно какие-то изделия делать на моноблоках? Почему такой выбор? Как он определяется? Просто есть два подхода. Да? Есть стандартный там, классический выдув ПЭТ-изделий из преформы, который подразумевает обычно так, что преформу делают такие узкоспециализированные компании, монстры, где стоят там миллионные комплексы типа Хаски. Вот. А остальные, второе, и за ними стоят уже потребители, которые раздувают готовую тару. Да. Более мелкие. Более мелкие, да. Но есть ограничения у преформы. То есть, поскольку она изначально там задумывалась как для питьевых изделий, там, да, то когда стал развиваться рынок косметической тары, стали повышаться требования по эстетике изделий. И с этими потребностями нам двухстадийная роздув не всегда может справиться. Собственно, японцы, так сказать, первые стали разрабатывать тему одностадийного роздува, то есть когда преформа отливается и тут же, так сказать, в рамках одной машины проходит роздув. Да? А с одной стороны, есть плюсы, связанные с тем, что вы не храните преформу, вы получаете более свободную форму образования изделия, да? Вы не получаете, допустим, ну, если так по преформе говорить, это вот, там, транспортное кольцо так называемое. Оно может отсутствовать, да, у вас более сложная форма изделия может быть. Ну и, соответственно, с одной стороны, это понижает себестоимость изделия. Но входной билет это значительно выше. То есть, соответственно, если вам нужно сделать какое-то изделие, там, войти на рынок, и это небольшая партия, да, либо вам нужно очень там недорого как-то там его делать, не знаю, то может быть двухстадийный роздув. Ровно так же на самом деле он может быть, когда и очень большие партии, то там уже другой подход, что это повышает мобильность производителя в рамках нескольких рынков. То есть преформу можно перевести всегда в разные направления, и вы можете там перенести производство, допустим, из Москвы в Владивосток. Да? Проще, чем это сделать проще, чем если это одностадийный роздув. То есть двухстадийный, там, экономика определяется исходя из тиража, да? В каких тиражах? Да, тираж, конечно, тираж и еще само изделие, потому что какие-то изделия вы просто не можете сделать на двухстадийном роздуве, да? Поэтому, когда вам нужно маленькое сделать и у вас есть стандартная преформа, то, конечно, это двухстадийный процесс. А когда уже, так сказать, понятны там объемы устоявшиеся, да, то может быть и вы понимаете, что вам нужно повысить там качество, циклы понизить, да, то тогда одностадийный вперед. А получается в одностадийном там две формы, одна литьевая, вторая вдувная. Но, они идут комплектом или там можно как-то комбинировать с разными формами? Как бы в наших станках это две формы, в классических станках это три формы, потому что есть еще станция промежуточная, так называемая, кондиционирование. Ну, это называется там создать градиент температуры по преформе, чтобы получить как там распределение материала при роздуве нужное. Да? Кто-то считает, что она очень нужна, а кто-то считает, что идеологически, что можно без нее обойтись и показывать изделие. Вот. А в принципе, так сказать, ну, здесь идеология тоже такая, что если у вас есть литьевое изделие, ну, преформа, да, то форму готового изделия вы формируете на раздувной форме. И если преформа позволяет вам, да, и, так сказать, габариты самого станка получить, то вы можете изменить изделие, только меняя раздувную форму. То есть на одной литьевой форме можно менять несколько? Да, на одной, так сказать, литьевой форме можно получать разные изделия.
То есть они друг к другу не привязаны жестко. Ну, если по размеру, по весу. Ну, ровно по так же, толщине да, стенки. вы не можете просто, вы понимаете, что вы не можете получить другую преформу, да, заготовку, а вот что вы можете из нее сделать, то да, вы можете сделать из нее разные изделия наружные. Ну, скажем, тиражи, да, вот в твоем случае вот на этих машинах, моноблоках, там какие по каждому типу изделия, там в год миллионные, там 100 тысячные, десятки миллионов. Ну, это очень сильно зависит от машин. Да. Обычно старые моноблоки, они показывают там производительность, ну, порядка там миллион 200, зависит от типа изделий в месяц. Вот современные АОКи, они показывают производительность там 2,5 миллиона. Это изделия или смыкания? Там же Изделий. несколько плюс. Изделий, да. И это очень сильно зависит не только от машины, но и от самого изделия, потому что правильно, да, в рамках одной машины она может быть как в исполнении там, допустим, 7 гнезд, а если вы хотите получить, ну, у вас стоит задача получить бутылку там, большего объема, то это уже будет 4 или там 3 гнезда, да, и поэтому как бы производительность, она сильно зависит от конкретного изделия. А формы, получается, и выдувные, и литьевые формы, да, это и в России делают такие, да, и в Китае. В России их не делают. Выдувные это только Нет, получается. значит, в России их могут, наверное, сделать, если вы дадите свои чертежи. А фирм, которые специализируются, ну и понимают процесс, так сказать, изготовлять. То есть изготовить могут, потому что она, собственно, особо принципиально не отличается от формы для обычного автомата раздувного. Ну, только нужно правильно, так сказать, Технологию знать. Да, ну, правильный чертеж, да. А по формам какие вот были вообще казусы, какие-то конфузы с российскими формами, с китайскими? Так было, что там форма запороли, там, и вообще ее там отказываешься, делаешь в другом месте? Или переделывают там с нуля форму? Ну, бывало, конечно, когда работаешь с новым поставщиком, то есть опасность качества, так сказать, конечного изделия. Поэтому вот мы выбираем узкоспециализированных, да, когда можно посмотреть, что вот они делали подобное изделие, это уже как бы гарантия, так сказать, качества, которое они обеспечивают. То есть, если когда стали выбирать специализированных, то таких прям откровенных провалов таких не было, да, с формами? Ну, собственно говоря, да. Ну, там вопрос может идти, так сказать, в заданных циклах, но фактически они выдерживаются. Да. Они именно в границах, да, в заданных, так сказать, ну, у нас часто там, допустим, европейцы там могут там на крышке говорить, вот мы там поставим вам форму, там 6 секунд она будет работать. Да. Ну, по факту оказывается, что форма, для того, чтобы форма работала за 6 секунд, это нужно там специальную машину, да, специальная подготовка, так сказать, окружение. И то это оказывается, что эти 6 секунд вылетают в 8 секунд, а то и, так сказать, и в 10. Вот. Поэтому как бы реально, так сказать, сверхскоростные формы, конечно, мы не знаем, да, то есть такие мы не работаем, мы, наверное, такие бы в Китае не заказывали, такие, наверное, нужно заказывать в Европе, и то, наверное, нужно понимать у кого. Да. А ты упоминал, что в Китае помогает какая-то компания, да, в приемке. Это какая-то компания именно, которая технологии знает, да, инженерная? Это не просто переводчики, там, логисты какие-то? Да, это есть компании, которые начинали просто с помощи в закупках, поставках. То есть часто там вначале сидели переводчики, ребята, которые работали. А потом они стали представлять, ну, такая достаточно стандартная практика, услуги по, ну, во-первых, по взаимодействию с Китаем, потому что взаимодействие с Китаем не всегда удается. Тут еще такой большой вопрос взаимодействия с Китаем. Они такие ребята специфические, и поэтому специалисты, так сказать, с местного рынка, которые с ними на родном языке говорят, то это помогает, да, особенно на выставках, потому что все-таки на английском могут не так тебя понять до конца, да. То есть понимание такое, вот, ну, в рамках своего понимания они сделали.
То есть эта компания, она прежде всего коммуникатор, это не инженеры, не технологи, там, не конструктора, это коммуникаторы, которые прокачались Ну, наша в компания, данной да, технологии да, и да, могут да. компетентно более-менее Вот те, где принять. технологии и инженера, это вот сейчас же много на выставках, там вот в компании говорят, вот мы вам любые формы поставим, начинаешь спрашивать, ребята, как вы их делаете? Ну, вы нам даете 3D-модель, а мы уже, так сказать, ее заказываем, везем из Китая. То есть, на самом деле, оказывается, есть некие группы, которые представляют здесь, берут, собирают заказы, отправляют, опять же, там, своим контрагентам в Китай, те делают, и вот они выступают там с проработкой формы и прочего, имеют право на жизнь, да. Ну, просто, да, разные подходы Да, есть. разный подход. То есть Мы, можно, например, если- привлекаем целенаправленными инженеров в Китае, то есть коммуникативные все вещи, ну, как бы сами более-менее уже прокачались в этом, и нам... Ну, Китай большой, там, в общем-то, разных фирм, то есть можно найти людей, которые специализируются на ТПА, да, вот они сидят именно на этом рынке, и через них вы покупаете, да, они работают. Вопрос просто, насколько они знают те фирмы, которые вам интересны. Ну да, да. Потому что, может быть, стулья там все время с автомобильными бамперами, да, вам нужно там что-то, я не знаю, там зубные щетки. Ну, да, грубо говоря, когда ты берешь инженера, ты понимаешь априорно, что он не будет таким коммуникатором, как компания, которая изначально там люди, которые Вот учились установить работать, контакт, да. понять, если он понимает там технологию процессов, то да. Ну и, конечно, желательно, если вы сами посетите компанию, с кем вы собираетесь работать, чтобы понять. Мы, собственно, это и делали. А давай поговорим про обслуживание станков, форм. Форм у нас там сколько, десятки, да, сотни даже. Не, ну не сотни, десятки. Десятки, да, десятки. вот под сотни. Ну, какие-то регламентные ППР, там, обслуживание, Ну, ремонты конечно, да, текущие, да. своими силами. Да. Да, своими силами, силами там инструментальной бригады, Большая бригада? 6 человек. И участок инструментальный. Да. Ну, и заказ, конечно, больной вопрос. Это вот у нас это металлообработка, то есть заказать детали. Во-первых, это сроки. Сейчас из Китая тоже, там даже если вы форму Китая сделали, то получить запчасти тоже такая проблема. Запчасти заказываешь на том же заводе, на котором форму делал, да? Если... Ну, собственно говоря, да, если вы завод, обычно завод, если он приличный, то он поддерживает свои И формы. они попадают, да, то есть это такого уровня завода, который присылает запчасть, она потом вставляется в эту форму и дошлифовывать, допиливать, подгонять ее не нужно. Ну, это зависит от какой форму сносите, да, и смотря какая деталь. Все-таки бывает так, что нужно подводить. Не, ну, если про формообразующие речь какие-то такие. Там же сменные у вас в основном формообразующие. Да? Тоже, так сказать, да, если горячеканальная система, там могут быть износ, там есть подвижные части, износ, может быть, имеет смысл там менять целиком горячеканальные системы, да, или можно ремонтировать. Поэтому широкий спектр, как он. Но желательно, конечно, чтобы ваш производитель формы, он, конечно, поддерживал, так сказать, и готов был поставлять вам формы, не формы, а детали к своей форме. Ну, или вы имеете там 3D-модели, пытаетесь... 3D-модели это без допусков, это мы знаем. Это ну, проходили. да, это, так сказать, без допусков, но это все-таки Конечно. лучше. Раньше-то вообще практика была, что никто никому чертежи не дает. Сейчас уже как-то так от этого ушли. Да, допуска остаются вне, так сказать, а уже, так сказать, допуска вы примерно сами снимаете, там, понимая, как работает, задаете, так сказать, изготовителю, кого находите, так сказать, задаете допуска и получаете деталь. Ну, То есть собрать, разобрать, мелкий ремонт, текущее обслуживание своими силами, а когда какие-то детали менять, это уже заказывать. Нет, детали-то мы сами меняем, но изготавливать, заказывать детали, да, это уже заказывать, производитель. да, да, и у производителей, либо у фирм, которые готовы заниматься металлообработкой, да. К сожалению, у нас достаточно этот рынок, особенно сейчас, он просто, с одной стороны, он завален заказами, с другой стороны, очень мало фирм, которые этим занимаются. Да. Очень такой Детали очень, для формы. да, это очень тяжелый, конечно, рынок, в том смысле, что оборудование, по оборудованию, да. Да он и для того, кто этим занимается, тяжелый, потому что также приходят заказчики и заставляют заказ такую деталь сделать. Потом она не подходит, и вот это вот ради там так сказать, 10 тысяч рублей начинается процесс сдачи, Не, передела. ну тут даже и вопрос не в деньгах, а я думаю, что сейчас основной вопрос это то, что найти качественного исполнителя и чтобы он давал нормальные сроки, потому что когда, так
сказать, вам дают сроки там по полгода на изготовление деталей, ну это же, а форма это ваш инструмент. А предугадать и там заранее заказать, ну что там можно, там понятно, прогнозировать, что вот какие-то детали мы вот уже пришел там срок, давайте вот запасаться, да, предварительно мы, так сказать, планируем и заказываем детали. А бывает так, что что-то сломалось и нужно быстро сделать. Ну, быстро, так сказать, не всегда получится. А горячие каналы какие обычно берете? Ну, все брендовые, да, не китайские, не локальные, а какие-то Mold Masters, Юдо там. Можно их заказать, но практика показывает, что китайские каналы, они обычно их называют там Hot Sys. Вот этот вот с таким названием канала, так сказать, наш поставщик поставляет. А про обслуживание термопласт автоматов есть тоже штат людей, которые обслуживают или... Ну, как это наладчики и ремонтная бригада, да, то есть наладчики это те, кто работают на них, там, поддерживают режимы, ну, текущую, так сказать, профилактику вину. ППРы все вовремя делают? Ну, как это? ППРы, да. Масло там менять, да? Ну, масло и там, Уровень, помимо масла все всевозможные. Уровень да. там проверить, там, Да, ну, конечно, не идеальный, но стараемся это выдержать, потому что добивать машину это самое простое. Все-таки хочешь, чтобы они отработали подольше. То есть сам контролируешь, да, чтобы ППР выполнялись по регламенту? Да, да, согласно, так сказать, рекомендации наших поставщиков. Ну, просто это редкость, да, в России, особенно там какие-то вещи, Да типа нет, там ну, уровень проверить, масло поменять, да, пока оно жидкое, там, либо пока машина не... Ну да, есть такое, да, пока цеху там пока не на начнет цвет, она ехать да, куда-то либо уже, прыгать. есть такое, что типа, ну машина работает, лучше туда не лезть. Чем меньше лазишь, тем меньше проблем, типа такое, да, или хороший стук, он всегда выйдет наружу. Вот. Работать не трогает. Да, не трогает, да, так заповедь механика. Просто ты, наверное, был первый человек, который обратился с запросом померить натяжение колонн на всех своих машинах. Обычно это бывает так, что там меняли колонну, вот установили, и что-то машина как-то плохо фурычит, там облой идет, что-то где-то стучит. Может, приедете вот померить мне вот натяжение на этой колонне, да? А так, чтобы в порядке ППР, это было предупредительно на всех машинах проверить. Вот первый человек, ну, с кем, по крайней мере, я вот разговаривал, это сказала, вот надо бы мне так сделать. Ну, лучше предупредить, чем потом, когда что-то случится, так сказать, машина будет стоять, а особенно сейчас, когда с комплектующими, в общем-то, вопрос достаточно открыт, лучше предупредить. Это и практика показывает, и теория. Теория, вернее, рекомендует, и практика показывает. А так, в порядке лирического вступления, можешь вспомнить какую-то самую такую досадную ситуацию, которая происходила с машинами, там, с термопласт-автоматами, чтобы там не запустился, сломался, что-то серьезное сломалось в первый там месяц, Ну, не подошел к форме, там, не смог выполнять свои функции? Не, ну на самом деле вот с электрическими машинами самая такая ситуация, наверное, вот когда электрические были, нам пришлось переставлять машину. И при новом подключении, в данном случае конкретная машина, да, она требовала, значит, строгой фазировки при подключении. Что, собственно... Я понял, к чему клонишь. Да, и вроде там электрик опытный, да, и все это знает, и 100 раз показывали, вот, а все это, как всегда, происходит срочно, нужно, да, потому что... И что спалили в итоге? Пришло. Ну, спалилось там несколько каскадов, да, и при этом... Я вот, конечно, очень был удивлен, потому, ну как удивлен, я знал до этого, но меня всегда это несколько удивляло, потому что почему не стоит такая защита, это достаточно, так сказать, простая защита, да, так сказать, от дурака, что называется. А это вот, кстати, одна из особенностей, так сказать, восточной идеологии, да, ну, японской. Я потом с ней опять сталкивался. Они говорят, ну зачем это ставить? Это вопрос персонала, а не машины. Вот у немцев нет такого подхода, они точно знают, что такое дуракоустойчивость, должна быть дуракоустойчивость. Все. Вот раз могут люди так сделать, то мы должны иметь превентивную... Термин такой в языке есть, да, у японцев такого термина, по-моему, в языке... Я не знаю, ну я вот как с японцами разговаривал на тему, что сколько у вас систем защиты по доступу в минимум. Они были удивлены, а зачем это надо? Я говорю, ну как зачем? Я говорю, ну чтобы кто-то там вот... Они говорят, как кто-то, это, извините, там,
Андрей Сантом. Это вопрос к персоналу, это не вопрос к оборудованию. Да. То есть это вот вопрос воспитания. Ну, объяснять им, что, ребят, наверное, да, вы правы. Но лучше, когда все-таки вот так вот. Такой вопрос. Ты, получается, владелец бизнеса? Ну, своего? Я менеджер, скорее всего. Менеджер Да. своего бизнеса. Ну, менеджеры тоже, они, скажем так, бывают разной погруженности в технику, вот в технологию. Это получается, я так понимаю, ты технарь, да, и ты достаточно глубоко погружен в технологию, в технику, в обслуживание машин. Ну, я технарь, да, но тут в обслуживании можно больше, чем в технологии. То есть, если чисто эти вопросы там литья, то, конечно, мои сотрудники, там, технологи больше знают. Я хотел спросить, мне показалось, что ты можешь заменить и технолога, там, и наладчика, и механика. Нет. Ну, наверное, механика, как-то я смогу заменить, да, а вот наладчика. Технолога и наладчика я бы не стал с собой заменить. То есть общие принципы и понятия есть, а все-таки они лучше знают. Интересно поговорить про кризисы, да, ты с 90-х годов, да, в этой сфере работаешь, там, середина, там, где-то 90-х, получается, там уже кризисов было, там, 98-й, 2008-й, 2014, потом коронавирус был, да, вот сейчас вот, да, 22-й год у нас на носу. Ну, мы колеблемся вместе с линией кризиса. То есть, конечно, они задевают, но разные, так сказать, когда у вас разные отрасли, там, изделия, то есть сильно зависит от рынка. Вот сейчас вот я знаю, что там многие производители автокомпонентов, они, конечно, просто там вынуждены простаивать. Получается, кризисы в основном так перепрыгивали за счет того, что была определенная диверсификация, да, что для разных сфер. Ну, собственно, за счет, да, некой универсальности пережили, потом за счет того, что смогли как-то подстроиться под новые требования клиентов, ну, допустим, там, смогли там гибко перейти на мелкую отгрузку, да. Когда, так сказать, пошел кризис, ну, ребят, давайте собирать всех, кто есть там, кто живой остался. Мелкий опыт пошел. Да, мелкий опыт. Ну, давайте мелкий опыт настроим, там, запустили там интернет-магазин, все, так сказать, пошел мелкий опыт. Потом, так сказать, еще там следующие трансформации. А вот после коронакризиса, да, вот в 2021 году многие рассказывают, что материал там начал взлетать в цене, да, серьезно. Кто-то, наоборот, из клиентов хвалится, что вот закупили несколько сот тонн материала и там потом почти год можем цену держать. У тебя как с этим было? Расскажи. Ну, на самом деле у нас, так сказать, несколько сот тонн это остается, наверное, может, так сказать, радостно позавидовать людям, которые могут вложить такие деньги в материал, да, а второе, что у них есть территория, где хранить такие объемы этого материала. Вот, собственно, говоря, мы, конечно, тоже старались сделать запасы, но обычно кризис начинается как-то внезапно, там, по материалу, так недавно, там, собственно, мы переживали по ПЭТу, там, скачки такие дикие. И когда он наступает, то с рынка просто все сметается, и ты бегаешь там, закупать там сотни тонн заранее, ну, очень как-то сложно, ну, во всяком случае для нас. Да, приходилось ужиматься, там как-то отказывать, может, даже каким-то клиентам, которые говорят, вот, ребята, там, мы не можем, ну, давайте замораживаться, да, там, смотреть, так сказать, на новых клиентов, может быть, какую-то новую область там зайти, где совсем другой подход к цене на изделия. Вот. Приходилось суетиться, да? Ну, конечно. А сейчас вообще, вот какие ощущения у нас сейчас 22 год? Вот, разные тренды, да, вот есть на рынке. Кто-то говорит, сейчас вот импортозамещение там, да, и там покупают машины. Мы чувствуем, да, что есть. Кто-то наоборот, там у кого-то стоит производство, кто работал на международной компании. Вы в какой категории, как сейчас? Ну, мы-то все-таки на российских компаниях, да, и многие, ну, не многие, но достаточно часто мы слышим о том, что, так сказать, нас импортозамещение касается. То есть, как люди использовали импортные изделия, они приходят и говорят, давайте нам, сделайте нам, да, они, может быть, близки к тому, что мы выпускаем, но чуть-чуть, так сказать, в стороне, и удивляешься даже. Неужели вы вот это все везли там из-за границы? Да, говорит, мы везли из-за границы. Причем называют такие странные, такие
очень приличные объемы, которые завозили. Даже удивительно, что это не выпускалось в России. То есть текущая ситуация скорее вам даже для производства повышает нагрузку, да, спрос повышает сейчас. Просто, может быть, поменялась структура заказчиков, да, то есть какие-то заказчики ушли, какие-то новые приходят, поэтому приходят с новыми изделиями, которые просят, так сказать, просят запустить производство, и как всегда, так сказать, давайте быстро, завтра готовы брать. Естественно, тут стоит вопрос, где нам взять форму, как это нам быстро сделать, когда это вот все это реализовать. Ну, там, хорошо, если заказчик понимает этот вопрос, а если часто он говорит, нет, надо завтра, и он начинает бежать еще куда-то там, в надежде, что вот там он за поворотом скажет, мы вам за 2 дня сделаем. Он так образно, конечно. То есть сейчас в целом тренд, он не на падение, по крайней мере, да, у вас в текущей ситуации? Ну, я думаю, что нет. Не на падение. Да. Возможно, даже на рост. Я думаю, что на уровне просто идет смена одних на других, но, так сказать, да, поддерживается. Так, ну вот, судя по тому, что у вас производство загружено 24/7, да, еще вот, я помню, вам ставили пару лет назад там, систему мониторинга, да, вот постоянно от тебя слышу, что человек, как ты, который очень интересуется методиками повышения эффективности производства, да, вот, расскажи, как реализуешь вот, мониторинг эффективности, контроль эффективности и чего там добился? Не, ну это очень важная тема такая, и тут, когда начинаешь в нее погружаться, тут нужно понимать, что есть эффективность и управление с точки зрения технологических процессов, да, это то, что часто предлагают фирмы, ну, тот же Kraus Maffei предлагает, та же GSV предлагает некие комплексы, которые, ну, они управление дистанционного мониторинга их термопластов, да, допустим, но туда нельзя подключить какую-то машину другую. В этом узость подхода, да, ну и понятная специфика этого подхода. А с другой стороны, я считаю, что, наверное, более важное, да, это контроль параметров с точки зрения менеджмента управления, да, это, ну, фактически это менеджмент потерь. И вот для себя я сейчас считаю, что вот методика ОИЕ, она наиболее, ну, наверное, так сказать, актуальная для нас. Да. То есть у тебя она в какой-то мере внедрена, да, или сейчас в процессе находится? Мы в процессе, да, это не все так, достаточно сложный процесс, связанный, конечно, и даже не сколько с оборудованием, сколько с менталитетом людей. Ну, как, в общем-то, и все системы управления. Соответственно, эту методику внедряешь ты лично, да, ее модерируешь, там, пушишь, ну, да, да, на производство. да, Не, да. там, не начальник производства, не, там, не наладчики. Там, да, Ну, идеологом выступаю я. То есть энергия идет от тебя, да? Да, конечно. Ну, осталось у меня несколько вопросов лирического плана. Ну, Ну, вот тебе вот как технарю, который уже там 25 или 30 лет занимается, да, вот нашел себя, наверное, занимается одним и тем же бизнесом. Интересно, а вот если бы ты не был в литье и в пластмассах, то где бы ты был, чем бы занимался? Не знаю, это сложно. Это очень сложно. Не знаю, где бы я был. Может быть, на яхте в океане. На парусной шел бы. Вот у нас в нашем канале многие наши зрители, ну не многие наши зрители, но есть достаточно стабильная аудитория, которая либо планирует начать производство, там приходит, например, из торговли в производство, либо работает в производстве и хочет начать свой бизнес в производстве, да, уйти в свое дело. Вот какой бы ты главный такой совет мог дать людям, которые вот смотрят наш канал и думают о том, чтобы начать свое производство? Трезво оценивать свои силы и идеи. Потому что все-таки это, конечно, производство, это вопрос сложный. Это сложно, да, и у вас тяжелый, высокий уровень, порог входа, так сказать, в это производство. Но если есть идея, то эта идея может, конечно, очень стрельнуть и принести, ну, неожиданные результаты. Если вы это уверены, но надо идти. А ты как потенциальный зритель нашего канала, какие бы видео тебе было интересно увидеть, какие бы ты стал смотреть до конца?
Ну, мне, наверное, больше все-таки интересно то, что связано с организацией производства, да, вот как, что, вот, реальные, так сказать, достижения там людей. Мне вот это интересно. Всегда интересно посещать предприятия, посмотреть, вот, а что, как люди, да, сравнить с тем, что у тебя есть, где сравнить, да, и понять, вот, куда самим, или там себя по голове погладить, сказать, о, какие мы молодцы там. То есть подсмотреть за чьим-то производством было бы интересно, да? Ну да, вот даже увериться в том, что вот это работает что-то, да, потому что подходов много, там теорий много, там, да, там книжек много, да, а вот реализации реальных их достаточно мало. Такие, которые бы вот работали. Ну и все это зависит, конечно, от масштаба, там, да, масштаб там какого-нибудь, я не знаю, там, КАМАЗа это, а там МАШ это одно, да, масштаб такого среднего бизнеса это другое. Ну и напоследок у меня остался каверзный вопрос. В процессе подготовки к интервью я как настоящий интервьюер промониторил, что за компания, вот, и прочитал отзывы на Яндексе про компанию «Гайкомплект». Вот, ну, знаешь, да, там свои отзывы на Яндексе. Вот интересно, ну, там отзывы, скажем так, которые очень ругают там отдел продаж, процесс покупки, ну, то есть, по большому счету, одни и те же вещи. Вот интересно, это, ну, не основной канал сбыта, ты просто этому внимания не уделяешь, или реально просто ты технарь, Нет, и вот вопрос в работу с клиентами? Вот, не, с я знаю, клиентами. что есть там, во-первых, это в основном отзывы очень мелкооптовых людей. То есть вот они привыкли, так сказать, к магазинной торговле. Да, Да, вот да, они зашли абсолютно. там и купили, и они считают, что когда производственное предприятие, им можно также купить. А сейчас мы уже, собственно говоря, не ведем мелкооптовую продажу, мы выделили, так сказать, дилерам, да, вот, и перенаправили туда поток. Когда мы перенаправили, сказали, нет, мы хотим только у вас брать, да, мы не хотим работать с вашим дилером. Почему, так То сказать, есть, вот, в принципе, ваш не основной канал, да, вот работы, то, что на Яндексе оставляют отзывы, вот эти мелкооптовые, это не это ваш да, основной бизнес. это, так сказать, у нас все-таки по контрактам, да, не разовые такие, а контрактные поставки. Я вообще был, честно говоря, удивлен, что вот на производственную компанию есть отзывы на Яндексе, обычно там на рестораны там отзывы, да, там. Потому что у нас очень много, так сказать, ну, поскольку это тара, то очень много мелких таких предпринимателей, да, они берут там в год коробку, возьмут там 300, что-то там нафасуют и продадут там где-то на рынке, да, но когда они берут эту коробку 300, я понимаю, она им вот позарез нужна, и когда им говорят, ну, ребята, во-первых, надо подождать, потому что их на складе нет. Почему у вас на складе нет? У вас же вот, у вас, ну, там, типовой вопрос, у вас на сайте есть? Есть. Все, вы должны нам продать. Не, мы говорим, ну, мы можем принять заказ, это информационный ресурс. Нет, у вас на сайте есть, можно оформить заказ? Можно. Все, вы должны отдать. Это был канал «Пластмассовый енот», и сегодня мы были в гостях у компании «Гайкомплект» и ее руководителя Андрея Алексеевича Воробьева. Большое спасибо за интервью, за экскурсию по производству. Пожалуйста, пишите комментарии, был ли вам интересен такой формат видеоролика. Ставьте лайки, если было интересно. Пишите в комментариях, какие вопросы вы бы задали Андрею Алексеевичу, что бы вы хотели увидеть в нашем канале. Подписывайтесь, ставьте оповещения. До новых встреч!